Привет! Началась у нас вторая половина месяца, попытаюсь я в ней хотя бы поторговать не хуже, чем в первой половине. Вот только вчера выложил видео, как у меня закрылась первая половина первые 2 недели. Там хорошо, что получилось в плюс поторговать, и в принципе все нюансы, там сколько заработать, сколько я вывел, сколько оставил, какой риск-менеджмент, все это постарался подсуммировать и вот выложил в прошлом видео. А сейчас будем начинать новую торговую сессию. Открыл я уже график, открыл терминал, все подготовил. Вижу, у нас монетки также приятно движутся. И думаю, получится найти и заключить парочку интересных сделок по стратегии. Кстати, уже вижу и монетку интересную. Начинаю я с баланса $1141. С этих значений у меня будут рассчитываться риски на неделю. 1,5% у меня также остается риск на одну сделку и 5% на всю торговую сессию. Открыл сразу же я вот эту монетку, которая мне очень сильно понравилась. И почти моментально импульс в нашу сторону идет. И, кстати, у меня здесь небольшая ошибочка была. Я зашел по старому риск-менеджменту в сделку. Но я не успел было еще поменять, просто увидел хорошую позицию, зашел быстро в сделку и сразу же импульс в нашу сторону, на котором я быстренько закрылся. И давайте скажу, почему я здесь заходил. Мы видим, что у нас монета сейчас находится в лонговом движении, и в какой-то момент один из просто очередных откатов мы очень сильно выкупили и начали плавненько двигаться вверх. Перед этим, когда у нас были такие похожие ситуации, почти всегда у нас какое-то локальное небольшое движение вверх продолжалось. И мне показалось, что здесь трейдеры также увидят, что покупатель у нас очень сильный и попытаются открывать сделки на продолжение движения по тренду, захотят взять какое-то хотя бы обновление максимума, а потенциально даже продолжение роста. Поэтому мне показалось, что вот здесь заходят большинство трейдеров в лонг. Я открыл шортовую позицию и все-таки импульс там процента на 2 случился и закрыло всех тех, кто заходил в этом небольшом накоплении. Зашел я в новую монету. Блин, сразу же снова импульс в нашу сторону. И давайте не буду рисковать, быстренько закроюсь я здесь. Почему? Так. Закрыться я закрываюсь, но почему-то у меня остатки позиций остались, но стоп-лосс на них что-то не срабатывает. Точнее, take profit и стоп-лосс. Ну ладно. Здесь я увидел, что монетка у нас довольно-таки недавно залистилась. И в какой-то момент мы подошли к уровню поддержки, от которого плавненько начали отскакивать. Точнее, да, движение было не очень быстрое, и мы так плавненько вот здесь отрастали. На этом фоне мне показалось, что у трейдеров хорошая возможность потенциально заходить от уровня поддержки, брать какой-то либо же локальный отскок, либо же полноценный разворот движения здесь. И, скорее всего, на вот этих вот зеленых свечах многие трейдеры открывали лонговые позиции, чтобы попытаться словить какое-то движение вверх. И я на этом фоне также зашел в шортовую сделку, попытался взять какое-то импульсное движение, что в принципе и произошло, на сбор стопов всех тех, кто здесь заходили с какими-то большими плечами и ставили короткие стоп-лоссы. Открыл я еще одну сделку по вот этой вот монете, где у меня была первая сделка. Здесь логика абсолютно такая же. Мы видим, что у нас монетка сейчас сильно растет, и в какой-то момент мы подошли к уровню поддержки, от которого цена сначала начала как-то замедляться, а потом ее и очень активно начали откупать. На этом фоне мне показалось, что движение вполне возможно сейчас может продолжиться, так как у нас какие-то откаты начали очень сильно от определенного уровня выкупаться. И вполне возможно, что дальнейший рост будет продолжаться. На этом фоне у трейдеров также есть возможность ставить какой-то короткий стоп-лосс и потенциально брать хорошее соотношение и заходить в лонговую сделку. Поэтому открыл я здесь шортовую позицию и попытаюсь взять буквально обновление, наверное, вот этого вот минимума, за которые, скорее всего, лонгисты будут ставить свои стоп-лоссы. Okay, let's go. Подходит у нас к нашему стоп-лоссу, но здесь ситуация продолжает быть довольно-таки хорошей. И даже если нас сейчас закроет, то мне все равно кажется, что какое-то движение вниз на сбор стопов
трейдеров вот здесь должно произойти, но будет ли оно, посмотрим в будущем. Но в любом случае сделка была абсолютно верная по стратегии, и все здесь было хорошо. Открыл я еще одну позицию. Мы видим, что у нас монета очень сильно растет. В какой-то момент стала в небольшой боковик на максимумах и, скажем так, сделала небольшой откат. После чего у нас очень сильно его выкупили, скажем так, с минимума. И как будто бы начинает продолжаться рост. Свечи у нас понемножечку идут дальше вверх. И в принципе вполне возможно, что движение будет продолжаться. Открывал я здесь шортовую позицию, потому что, как мне показалось, трейдеры будут открываться на продолжение движения. Если у нас тут так сильно показывают, что покупатель сильный. И вполне возможно, что какое-то движение вниз должно случиться. Вдруг здесь все трейдеры, которые открываются, могут спокойно ставить какие-то там, не знаю, большие плечи и потенциально брать движение вверх. Монетка у нас еще и не очень волатильная, у нас буквально весь этот импульс 2%, но это, как показывает практика на таких монетах, это не так-то много, поэтому, мне кажется, здесь в принципе трейдеры могут использовать большие плечи и потенциально пытаться брать продолжение роста. Поэтому открывал я здесь шортовую сделку и хочу взять какое-то соотношение 1 к 1, импульсное движение там в 1% взять вниз. К сожалению, у нас подходит к нашему безубытку. В моменте у нас прям четко коснулось мой take profit и сразу же начал отрастать. Но я решил не рисковать и поставить монету уже в безубыток, чтобы хоть не потерять на этой сделке. Все, в принципе, анализ был верен. Все те, кто заходили здесь с большими стопами, нас закрыло импульсным процентным движением вниз. Но, к сожалению, прям от моего take-профита движение пошло вверх и закрылся я здесь без убыток. Зашел в быструю сделку, но надеюсь, здесь была не ошибка. Монета у нас очень сильно падала. Мы упали к уровню определенному поддержки, от которого начали понемножечку замедляться. Мне показалось, что трейдеры здесь будут открывать лонговые позиции. Захотел взять против них какое-то шортовое движение. Но, возможно, зашел слишком коротким стоп-лоссом. И меня здесь выбило по стопу. Посмотрим. Вполне возможно, что здесь можно будет перезайти. Открыл я здесь позицию. И, кстати, все-таки движение вниз произошло. Просто первый раз я поставил слишком быстро, точнее, слишком близко свой стоп-лосс. И, к сожалению, первый раз меня здесь выбило. Второй раз импульсное движение вниз было, но я не успел закрыться. И надеюсь, нас сейчас здесь не закроют еще раз по стоп-лоссу. И второй раз эта сделка у меня закрылась по стопу. А вот тут я уже начинаю как-то тупить, потому что перезашел третий раз. А обычно, если у меня идут две убыточные сделки, и я перезахожу в эту самую монету еще раз, то это уже такое. У меня сделка с плохим анализом получается. Но да, мне здесь показалось просто, что мы подошли к уровню поддержки, от которого очень сильно откупились. И потому что трейдеры типа захотят дальше заходить в лонг. Но здесь по-хорошему нужно было подождать какое-то замедление движения, чтобы давали возможность открывать позиции. А я этого не сделал, я просто открыл сделку в лонг, точнее в шорт. Поэтому третья сделка тут прям слабенькая и, как мне кажется, довольно-таки плохая. Я уже прям фигню творю, переставил свой стоп-лосс чуть подальше, и здесь меня тоже закрыло в убыток. Еще одна торговая сессия с нарушениями. Зашел в еще одну позицию, монета у нас очень сильно падает. И мне показалось, что в какой-то момент у нас случился небольшой откат. На этом фоне трейдеры могут попытаться заходить на продолжение движения, так как мы сделали этот откат до небольшого такого локального уровня, на котором в прошлый раз была остановка цены.
И теперь, в принципе, мы, возможно, что от него будем продолжать какое-то движение вниз, потому что на монетке что-то вообще происходит ненормальное, и мы просто безоткатно летим вниз. Поэтому как будто бы смарт здесь искать точки входа в шорт и пытаться ловить продолжение роста. Закрыл я здесь свою позицию руками, у нас произошел все-таки хороший импульс за обновление вот такого небольшого максимума, даже это не максимум, просто тень какой-то свечи, но здесь просто на графике не было лучшего места, где могли прятать свои стопы трейдеры. Мы здесь сделали такую небольшую ловушку, как мне показалось, что можно было заходить с коротким стопом по тренду в шорт. И в принципе здесь, как я и ожидал, заходило большее количество шортистов, которые мы успешно каким-то 5% даже движением вверх побрили и закрыли. Так, блин, что тут происходит? Только открыл сделку, у нас монета очень сильно волатильная, блин, начала летать во все стороны. Нужно попытаться ее максимально быстрее закрыть здесь. Не буду я ждать, просто взял, закрыл, потому что я зашел на повышенный объем, можно сказать. И у нас монета просто начала летать вверх-вниз за секунды. Я лучше ее быстренько закрыл, там получилось взять, наверное, небольшой тейк-профит, но был повышенный, скажем так, риск получить здесь какое-то импульсное движение вверх и получить стоп-лосс. Открыл я новую сделку, но у нас монета понемножечку идет к нашему стоп-лоссу. Зашел я здесь со слишком коротким стопом и быстро получил здесь убыток. Зашел я еще раз по вот этой вот монетке, логика у нас в принципе похожая. Мы видим, что у нас монета, общее движение направлено в шорт, и в какой-то момент мы начали довольно-таки еще и замедляться, наглядно двигаться в шорт. Мне показалось, что у трейдеров есть возможность ставить короткий стоп-лосс и заходить по тренду. И попытался я на фоне этого быстренько открыть шортовую сделку, чтобы... точнее лонговую сделку, чтобы у нас какой-то импульс вверх случился и закрыло всех тех, кто пытается по тренду ловить продолжение движения вниз. Посмотрим, будет ли какой-то импульс вверх и закроет ли здесь хоть часть трейдеров, которые шортят. Тех трейдеров не закрыло, а вот меня сейчас вполне возможно, что закроет. Подошло также к нашему стоп-лоссу, прям коснулось в него. И повезло, кстати, в этот раз нас не закрыло. Посмотрим, вдруг сейчас пойдет к тейк-профиту. Да, и эта сделка у нас закрылась по стопу. Зашел в еще одну сделку, и она также у меня плохая. Особо без анализа, я уже чуть-чуть морально устал. Поэтому нужно просто заканчивать торговую сессию и идти отдыхать. А то можно так каких-то делов натворить и даже выйти за лимит по убыткам. А чего допустить я в принципе не могу. Зашел я в еще одну позицию по монетке Q. Мы видим, что мы подошли к круглому числу 36, и от которого цена очень много раз подходила, пыталась его пробить, но, к сожалению, каждый раз откатывала и все дальше, дальше и дальше. У нас какой-то сильный там уровень стоит, кто-то не дает цене выше идти, и вполне возможно, что у нас цена пойдет на какой-то откат, либо же разворот от этих значений. Но при этом у нас никакого прям резкого импульса вниз не было. Мы довольно-таки каждый раз плавненько отходили вниз. И мне показалось, что раз дают возможность заходить здесь в шорт с коротким стопом за очевидный уровень, вполне возможно, что мы все-таки возьмем и пробьем его каким-то импульсным движением вверх. Подходит у нас к уровню, и вполне возможно, что именно сейчас его
пробьет. Убрал я пока take profit и постараюсь закрыться руками. Если вдруг здесь будет какой-то резкий импульс, возможно получится взять часть движения. Ну а если нет, то просто закроюсь руками на том месте, где у меня стоял take profit. Пробивает у нас сейчас круглое число. Будет у нас импульс или нет. Сейчас узнаем, посмотрим, надеюсь, с первого... Да, импульс был совсем небольшой. А вполне возможно, что я просто не дождался и сейчас пойдет основное движение. Ну ладно, в любом случае взяли свое движение, закрылась сделка по take profit и анализ был здесь верный. Заходил я еще в одну сделку, но здесь у нас идет уже к стоп-лоссу. Мне показалось, что трейдеры в этом накоплении будут ожидать какой-то похожий сценарий, как и был вот выше. Типа мы постояли в боковике и начинаем выходить вниз. Тут в принципе такая же ситуация происходит, но на этом фоне мне показалось, что дающий возможность заходить в шорт. Но эта сделка закрылась у меня в убыток. Заходил я еще в одну сделку, но здесь похоже быстренько я получу стоп-лосс. Да. Так. Открыл сделку, моментально получил стоп-лосс. Круто, классно. Открыл еще раз здесь позицию. Но тут монета очень сильно летает, и моментально я еще и захожу на повышенный объем, потому что не смог вовремя остановиться. Уже достиг лимита по убыткам, нужно здесь прекратить было торговлю. Я не знаю, зачем я здесь перезахожу, просто получаю периодически убыток за убытком, потому что просто не мог вовремя остановить торговлю. Блять, просто получаю убыток за убытком. Теряю свой баланс на глазах. Ну сука! Короче, заканчиваю я с балансом $980, пока не слил весь баланс.